Дорогие друзья, в рамках лаборатории современного зрителя для Musica Eterna Digital Platform мы проводим встречу, посвященную творчеству Альфреда Шнитке. И наш гость, доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории, автор свыше 20 книг, 500 статей, во многом по современной музыке, в том числе 2 монографий об Альфреде Шнитке. И, поверьте, я не перечислил и малой части всех регалий. Итак, наш гость Валентина Николаевна Холопова. Здравствуйте, Валентина Николаевна. Здравствуйте. Я хочу спросить вас прежде всего о таком удивительном, уникальном явлении, как шестидесятники и шестидесятничество, которое существовало в разных сферах искусства. Речь идет о территории, скажем так, Советского Союза. Да? В поэзии это был Евтушенко, Ахмадуллина, Бродский, Высоцкий, Вознесенский и многие другие. В прозе также Солженицын, Стругацкий, Аксенов. В кинематографе Тарковский, Марлен Хуциев. Ну, я не буду всех перечислять. Я скажу, что когда мы говорим о музыке, то, конечно, в первую очередь, как правило, вспоминают так называемую тройку, да, Денисов, Шнитке, Губайдуллина. Вот не могли бы вы рассказать о причинах этого явления и, может быть, еще о каких-то ярких представителях? И вообще, что это такое, вот, шестидесятничество, шестидесятники? Здесь я должна кое-что даже и добавить. Должна сказать о том, что это поколение, которое увидело очень многое, потому что поколение, которое застало еще сталинизм, поколение, которое увидело от начала до конца всю Великую Отечественную войну. Я сама шестидесятник, и я помню эту войну от первого дня до последнего. Это поколение, которое также, можно сказать, попало под дуновение хрущевской оттепели, которая началась после смерти Сталина и продлилась примерно до 60-х годов, но имела очень существенное значение для развития этого поколения. И в том, что касается имен, то я хочу сказать, из имен, помимо московской тройки, знаменитой, вы их имена огласили, надо еще добавить 4-го москвича, Родиона Щедрина. А кроме того, надо сказать, ведь это был Советский Союз, надо сказать об эстонце Арво Пярте, который сейчас считается одним из самых затребованных в мире композиторов. Надо сказать также о таком глубоком и серьезном симфонисте, как грузин Гиа Кончели. В том, что касается представителей других сфер, то здесь из области изобразительного искусства нужно обязательно упомянуть Эрнста Неизвестного. Здесь надо сказать еще и о том, что в кино это и Кира Муратова, и Элем Климов, и Лариса Шипитько. И в религии это Александр Мень. И вся интеллигенция очень хорошо знала философа Сергея Аверинцева, а также его друга, можно сказать, и соратника Александра Михайлова. И продолжать можно довольно много. И что в качестве итога, надо сказать, ни в одной стране не оказалось такого сосредоточения ярких талантов вот во всех буквально областях, как это дали шестидесятники 20 века в СССР. Может быть, стоит еще назвать фамилию Слонимского среди композиторов. Безусловно. Вы говорили тоже об этом. Предполагала назвать Сергея Слонимского из Ленинграда, Петербурга. Обязательно, это очень крупная, это огромная фигура. И, к несчастью, недавно мы с ним попрощались, так чтобы очень своевременно сейчас сказали и о Сергее Слонимском. Когда у Евтушенко спросили, что объединяет его поколение, он сказал «война».
И в том, что касается непосредственного участия поколения, то здесь назову такие факты, как Эрнст Неизвестный, который добровольцем вступил в советскую армию. Интересный факт из биографии Щерина, который еще совсем мальчиком, когда его отправляли в музыкальную школу, он сказал: я не хочу в школу, я хочу на фронт. И он бежал на фронт и довольно далеко убежал от Москвы. Но, конечно, где-то на определенном моменте его нашли, вернули и отдали учиться музыке в Центральную музыкальную школу. И дальше, что я хочу сказать, что вот то, что увидело это поколение, оно потом развернулось и также в сторону культуры. И в культуре это поколение провело тоже Великую Отечественную войну и тоже одержало победу. Вы говорите в своей книге, и не только вы, и это, в общем, такое признанное мнение, что Шнитке является в русской музыке продолжателем традиции как бы Шостаковича, а также, если брать еще дальше по времени Чайковского, а в западной музыке, наверное, это Малер прежде всего, возможно, Брукнер в чем-то. Вот в чем именно заключается продолжение вот этой линии, вот этой традиции? Альфред Гальд Шнитке стал продолжателем великих симфонистов. Это Шостакович, с которым он лично был знаком, это же просто совершенно наглядный пример. Это Чайковский, которого он очень глубоко уважал. И, как вы уже упомянули, Густав Малер, австрийский композитор, о котором его исследователь, одна его исследователь назвала «художник идеи». Вот эти слова «художник идеи», которые были отнесены к Малеру, они в полной мере могут быть отнесены и к Шнитке также. И в том, что касается продолжения великих симфонистов, то у Шнитке это сказалось в том, что он обратился к самым крупным музыкальным жанрам. Он обратился к жанрам симфонии, концерта. Мы, кстати, будем о более конкретных произведениях сейчас говорить. Это все именно очень крупные, очень представительские, что ли, в этом смысле жанры. И в том, что касается наполнения смыслом этих произведений, то Шнитке здесь выступил, как мыслитель крупного масштаба, как композитор, философ, сам настоящий философ, которым был и Шостакович, и Чайковский, и Малер. И в том, что касается его философского осмысления и жизни, действительности всего, и того, что он вложил в свою музыку, то он может считаться даже профессиональным философом. Он не только изучал Ницше и Соловьева. Удивительное дело, он был подписчиком журнала «Вопросы философии». Не каждый филолог, может быть, мог бы сказать, что у него была ежегодная подписка на этот журнал. Так что мышление философского порядка – это совершенно органичное мышление Шнитке. И он сам вырабатывал философские идеи, которые он и вкладывал в свои произведения, и которые у него не стояли на месте. У него каждое произведение – это отдельная философская идея. И идеи у него менялись, так как они не могли быть застывшими. Я думаю, что логично будет перейти к такому потрясающему совершенно сочинению, как «Первая симфония», написанному с 69 по 72 год. Здесь, в «Первой симфонии», впервые используется тот композиторский, скажем так, прием, который связан с именем Шнитке. Вот это понятие полистилистики, как нового явления, нового, можно, наверное, сказать, музыкального языка. Вот могли бы вы рассказать о полистилистике Шнитке в «Первой симфонии»?
Да, конечно. Но сначала хотела бы сказать о самом замысле первой симфонии. Интересна также и судьба исполнения этого произведения. В Москве Рождественский не смог это исполнить. Ему удалось с его оркестром поехать в город Горький, теперь Нижний Новгород, и мы все, коллеги Шнитке, его знакомые, друзья, мы тоже сели в поезд и поехали в Горький на премьеру этого произведения. И чем это произведение сразу выделилось, оно показало именно его, Шнитке, как художника идеи. Он провел здесь идею противопоставления мира отрицательного и положительного, и назвал это антисимфония и симфония. Интересно, что когда он дал это название самому сочинению, он просто в заглавии написал «Симфония, антисимфония номер 1». Когда я об этом написала статью, принесла редактору, прочтя это название, она тут же перечеркнула название, сказала, ну уж это наверняка не пойдет. Это центральная мысль, которая и проведена как раз здесь, потому что здесь, с одной стороны, негатив, на который открывал глаза Шнитке, который он как честный именно художник, который очень глубоко, всесторонне видел мир, он это все показывал, и в то же время он показывал, что современный художник, композитор, он должен проявлять творческую волю, и поэтому, так как построена эта симфония, она идет как движение, ну, так если очень обобщенно сказать, от антисимфонии в первой и второй частях к симфонии в третьей и четвертой частях. И вот в том, что касается антисимфонии, то тут сказалось то, над чем параллельно в это время работал Шнитке. Он работал над фильмом Михаила Ромы, и все-таки я верю. А какие там были эпизоды? А там были эпизоды войны во Вьетнаме, голод, хиппи, наркомания, культурной революции, маоизм в Китае, то есть самые такие вот громкие и проблемные явления мирового порядка. Вот это было там отражено, и хотя это не стало программными образами этой симфонии, но в отношении общей идеи борьбы добра и зла, вот показ этого беснующегося зла, вот, и победы человеческой воли, человеческого разума, вот это сказалось в его симфонии. И музыкально это выразилось так, что когда он подошел к финалу, к четвертой части, он в качестве кредо, которое напоминало знаменитое провозглашение из симфонии Шостаковича. Такие вот звучали, такие тутийные проведения главной мысли где-то ближе к концу произведения. Он провел тему, почему это была тема, додекафонная серия. Тут я хочу сказать, что это было выражение такой техники, которая была в то время категорически запрещена, против которой был 1948 год и так далее, то есть про которой было очень много сказано отрицательного, а Шнитке нашел в себе смелость через эту додекафонную серию провести свою утверждающую мысль кредо этой первой симфонии. Я прошу прощения, я немножечко прерву вас, я просто хочу сделать небольшой комментарий для людей, которые будут смотреть эту передачу. Ну, во-первых, что 1948 год, имеется в виду постановление о композиторах-формалистах, где все величайшие советские композиторы того времени, включая Шостаковича, Прокофьева и Мясковского, были обвинены в формализме, и, короче говоря, это крайне негативным образом сказалось на их самоощущении. В общем, об этом можно, безусловно, много чего почитать. Это очень знаковый период в истории советской музыки. И второй момент, который я хочу упомянуть, еще раз просто обратить внимание на
упоминавшийся вами фильм «И все-таки я верю». Это фильм 1974 года, совершенно блестящий, просто горячо хочу порекомендовать посмотреть, кто не видел этот фильм. И если вы соберетесь слушать Первую симфонию, действительно вы найдете определенные параллели, вообще, насколько могут быть между кинофильмом и симфонией как жанром, но вот действительно в самой идее, в том подходе авторов, с одной стороны, фильма, а с другой стороны, симфонии, есть что-то общее. Вот, пожалуйста, Валентина Николаевна, не могли бы вы продолжить и рассказать дальше о Первой симфонии? Первой симфонии. Я продолжу в том направлении, которое вы уже мне задали, рассказать о том, как здесь проявилась полистилистика. Это техника или эта система сочинения музыки оказалась чрезвычайно важной для XX века вообще. И тех десятилетий, которые окружают творчество Шнитке, в наибольшей мере. И в том, что касается полистилистики, то тут надо сказать, что само слово полистилистика было придумано и введено самим Альфредом Гаревичем. Он сделал это представление этого термина, этого понятия в одном докладе, когда оказался какой-то международный конгресс, где надо было показать, что мы не самые отсталые. И пригласили Шнитке, что он рассказал о том, что происходит в мире. И вот он здесь как раз рассказал о полистилистике, ввел это слово, которое с его подачи потом и укрепилось, и до сих пор применяется везде и всюду. Оно осталось в русском языке, в музыкознании, везде и всюду. А в том, что касается смысла полистилистики, то смыслов у этого явления очень много. Первое, что хотелось бы сказать, это чрезвычайная широта взгляда на мир, который свойствен Шнитке, и который показал, и вот в этой симфонии он показал, что мир – это не только положительное стремление, героическое стремление, но это также и банальность, это также и легкомысленная эстрада, но это также и старинная классическая музыка. Это очень пестрый конгломерат того, и вот через показ всех этих стилей Шнитке смог показать состояние мира. Мир, вот он таков, в нем есть вот то, это, другое и так далее. Вот это он показал в своей Первой симфонии. И если немного локализовать, где особенно он это сосредоточил, где это так прямо непосредственно выражено, то здесь можно назвать из Первой симфонии вторую часть. Вторая часть, которая начинается в классицистском таком гладком, приятном стиле Вивальди. А дальше вдруг врывается лихая труба с барабаном, потом вдруг какие-то островки манерного модерна, потом легкая музыка, джазовые отрывки, массовая музыка. Все перемешивается, и результатом того, как это смешивается, это результатом, выраженным через музыку, через метод полистилистики во второй части этой симфонии, это дисгармония мира. Потому что симфония буквально это созвучие, а полистилистика, так как он ее представил вот здесь и в других еще тоже моментах, это же симфония, это показ мира как дисгармонии. Ну что ж, давайте послушаем фрагмент записи, фрагмент второй части Первой симфонии Альфреда Шнитке в исполнении оркестра Министерства культуры СССР, дирижер Геннадий Рождественский. Запись 1987 года.
Я хочу также добавить, что в симфонии существует несколько цитат из Пятой симфонии Бетховена, сказки Венского леса Штрауса, Первый концерт Чайковского. Как вы уже говорили, есть эпизоды с джазовой импровизацией, духовые оркестры. А вот та музыка, которая звучит в начале второй части, с которой начался фрагмент, который мы сейчас слушали, это та же музыка, которая известна многим и даже тем людям, которые совсем не знают творчества Шнитке, по одному замечательному такому сочинению, которое называется «Сюита в старинном стиле». Не могли бы вы рассказать немножко об этом сочинении, об истории его возникновения и о том, как оно стало таким популярным? С удовольствием, потому что об этом сочинении очень многие говорили. Это сочинение очень много исполнялось и исполняется, а составлено оно композитором из его киномузыки. Все, что там представлено, это киномузыка, которая, в свою очередь, стилизована по большей части от Иоганна Себастьяна Баха. И даже я помню тот момент, когда было первое исполнение этой сюиты в старинном стиле, то Шнитке считал, что он не должен раскланиваться перед публикой. Эта музыка по стилистике принадлежит Баху, и он не должен выходить на эстраду. Вот таким образом. И поэтому это произведение оказывается для него шагом в какую-то, ну, в общем, такую особую область, которую он выделил в своем творчестве, и который, как у замечательного, огромного таланта композитора, получилось замечательное. И надо сказать, что вот я уже об этом говорила, еще повторю, и ее очень много играли и играют. И интересно мнение консервативных музыкантов, которые, услышав это, про них сказали: вот теперь видно, какой величины это талант, потому что сложную музыку может написать кто угодно, а пусть напишут сюиту в старинном стиле. Да, это замечательно. И там включаются разные жанры эпохи барокко, в том числе там можно выделить, ну, в частности, минуэт. Ну, как обойтись без минуэта, когда мы говорим о XVIII веке, классицизме, то вот это произведение тоже было бы хорошо, чтобы у нас прозвучало. Мы сейчас послушаем запись Владимира Спивакова с камерным оркестром «Виртуоза Москвы». Это будет как раз минуэт из сюиты в старинном стиле.
Можем перейти к еще одной теме, такому сочинению, как Третья симфония Шнитке 1981 года. Всего Шнитке написал 9 симфоний, 9-я симфония не окончена, и с этим тоже связана определенная история. Я просто хочу напомнить, что многие композиторы сталкивались с вот этой проблемой 9-й симфонии, так называемой, да, которая для многих великих композиторов оказывалась последней. Это и Бетховен, и Дворжак, и Малер, и Брукнер, и вот Шнитке был частью этого, в общем, ряда, можно так сказать, да. Но сейчас мы немного о другом говорим. Я просто это упомянул к тому, что мы не будем говорить обо всех 9 симфониях, потому что это невозможно. Вот Третья симфония, в чем была ее идея, как это все было воплощено, и, может быть, немного об истории создания? Возникла Третья симфония в результате заказа, который поступил из Германии по случаю открытия нового концертного зала Gewandhaus. Он и до сих пор функционирует как один из крупнейших залов в Европе. И Шнитке было предложено написать некое сочинение. И раз заказ из Германии, то Шнитке решил посвятить всю симфонию истории немецкой музыки. Но какую историю он здесь увидел? Как мыслитель, который очень остро смотрит и как бы не надевая розовых очков на то, что происходит, он очень остро видит, что происходит. Он считал, что в истории Германии наступило ослабление высоты музыкального совершенства, которое по сравнению с тем, что было в начале у Бетховена и так далее, что шло ослабление линий великой немецкой музыки. Это его так волновало, это так его глубоко трогало, что именно вот эту мысль он положил в основу Третьей симфонии. То есть он мог бы в свои заказы написать что-то праздничное. Нет, но это Шнитке не такой композитор, чтобы забыть о том, что происходит в мире. И чтобы показать историю Германии, он применил такое использование своего метода полистилистики, когда он ввел туда символически 33 австро-немецких имени композиторов. И вот развертывание от сыновей Баха и его сыновей до самых последних композиторов, которые уже совсем не шли в сравнение с тем, что было в великой музыке классики, вот на этой идее построена эта Третья симфония. Я прошу прощения, я немножко прерву вас, я просто хочу пояснить, что речь идет о так называемых музыкальных анаграммах, то есть латинские буквы фамилий композиторов, соответствующие определенным нотам звукоряда, таким образом используются вот как музыкальные имена, музыкальные анаграммы, как шифры или коды в музыке. Помимо того, что были взяты монограммы 33 австро-немецких композиторов, в финале симфонии, где Шнитке хотел показать более длинные мелодические линии, он эти довольно короткие анаграммы или монограммы, их и так называют, он достроил до 12 звучных рядов. И вот таким образом он использовал современную технику, применив ее к структуре финала этой симфонии. И в том, что касается звучания Третьей симфонии, то вот здесь оказывается, что итог или главная мысль совершенно иная, чем была в других симфониях, каких бы ни было. То есть уже я говорила о том, что каждая симфония – это новая концепция. И вот Третья симфония – это концепция увядающей линии великой немецкой музыки. Когда наступает финал, то здесь мы слышим скорбное звучание нисходящих медных инструментов. Это движение массы инструментов. Если посмотрим партитуру, то инструменты все движутся вниз, вниз, вниз. По звучанию это
ностальгия, это траурное настроение, ностальгия. Но Шнитке не только на этом заканчивает. В самый последний момент он вдруг вводит соло флейты, одинокое соло флейты, и который проигрывает тему, которая идет от более низкого регистра к более высокому. И вот то, что это восходящие линии хотя бы одного инструмента, это символическое выражение надежды, что немецкая музыка все-таки будет иметь и свое достойное будущее. Если третья симфония это чисто инструментальное сочинение, то в четвертой симфонии Шнитке использует хор. Идея вот четвертой симфонии тоже совершенно невероятная, невиданная до того. А идея заключается в объединении религий. Вообще, могли бы вы рассказать о том, как Шнитке удалось воплотить этот грандиозный замысел в музыке, каким образом, и, может быть, частично о его отношении к религии? Как вы совершенно верно заметили, что не симфония, то новая, и я добавлю, громадная концепция. Здесь у Шнитке идея объединения всех религий. И он осуществил это в музыкальных средствах, потому что он для разных религий сочинил определенные музыкальные лады. Древнерусский обиходный ряд
как символ православия, синагогальный лад, григорианский лад, который символизирует католическую веру, и протестантский лад. Эти звучания, сначала они проводятся по отдельности, называется каждая, имеет свой музыкальный облик, свои интонации, свои обороты, очень специфичные, очень яркие, выразительные. А в финале они замечательно объединяются все вместе. И вот то, что звучит в финале, это редко где вообще мы найдем. Потому что в финале это осуществление идеала единства всего человечества, можно сказать, через эти религии. И это осуществляется при помощи звучания сначала оркестра, а потом хора с солистами. И солисты звучат все более нарастающиеся с большей, более мощной звучностью, как бы под куполом оркестра, как звучит хор, который воплощает вот эту светлую идею единства всех религий, идею единства всего мира. И это музыка такого рода, которую тоже хотелось бы нам услышать. Итак, послушаем самое окончание, последние минуты 4-й симфонии Альфреда Шнитке в исполнении оркестра и хора Государственной академической симфонической капеллы России, дирижер Валерий Полянский.
каждом крупном сочинении своя неповторимая концепция. И альтовый концепт, он стоит симфонии, он по значимости, по мысли, он вполне сравним с симфонией, но написан для солирующего альта. Здесь посвящение, конечно, Башмету, для альта и оркестра. И то, что воплощено здесь композитором, это представляет еще определенные области действительности, определенные области психологических ощущений людей, которые он очень ярко передает в этом произведении. Тут много-много можно сказать. Я выделю только два момента, ну, можно сказать, противоположных. Один момент, который можно назвать «обманная красота». Вот Шнитке – это такой зорко глядящий в мир человек, что если он видит что-то красивое, он смотрит, а истинно ли оно, чем оно наполнено. И вот он показывает, что красота может быть обманывающей. Это как ложное утешение в опере Фауста, о которой мы еще потом поговорим. И он применяет необыкновенную выразительность для того, чтобы это продемонстрировать. Внутри этого концерта он создает эпизод, в котором звучат, выделяются три инструмента. Это солирующий альт, это выделяющийся из оркестра контрабас и фортепиано, который играет такими пышными арпеджио, вот такими красивыми. И вот все это вместе звучит очень красиво, но Шнитке говорит, его слова, которые я слышу от него, это сладкая гадость. И Башмет, который исполнял, он говорил, да, вот так это и должно звучать в музыке. Это именно вот такой вот двойственный образ, который существует в жизни и который разоблачает здесь Шнитке вот в этом произведении. Это один из
один из многих эпизодов этого концерта. А вот чем заканчивается концерт, об этом тоже надо специально сказать, потому что он заканчивается так, как ни одно другое произведение Шнитке. Шнитке не закрывает глаз на то, что в жизни существует также и смерть. И конец альтового концерта – это сначала как бы траурный марш, а потом это такое чередование мажора, минора, мажора, минора, мажора, минора, где остается неясным, что же оказывается в конце. Это как чередование жизни, смерти, жизнь висит на волоске. И это в звучании инструментов передано так психологически, так тонко и так существенно, так, вот как это может Шнитке, я не знаю другого такого эпизода в каком-либо произведении. Тема смерти, философские размышления очень тесно связаны с еще одним, ну, мне кажется, можно это назвать лейтмотивом жизни Альфреда Гарьевича. Это Фауст и фаустианство. Расскажите, пожалуйста, как этот лейтмотив сопровождал его жизнь и как это вылилось в одно из самых грандиозных сочинений, кантата «История доктора Иоганна Фауста». Начнем с того, что не одно, а два произведения сразу были задуманы Шнитке под одним и тем же названием «История доктора Иоганна Фауста» как кантата, про который он сразу говорил, что это будет третье действие будущей оперы «История доктора Иоганна Фауста». Тут в плане философском, а мы говорим о том, что не произведение Шнитке, то новая философская концепция. Вот здесь Фауст, еще одна концепция. И она имеет значение, я бы сказала, общеевропейское, потому что считается, что европейский человек, он фаустианец. Он испытывает природу, он ошибается, он снова ищет истину в природе. И вот таким является персонаж, как его воплощает Гёте. Но Шнитке обращается не к гётовскому Фаусту, а он обращается к Фаусту, который был создан Шписом. Это тут не совсем точно. Он издатель или писатель, может быть, и то, и другое. Граница 16-17 века. А что это за период? Это тот был период, когда знали самого Фауста как такового. Представляли этого чернокнижника, этого якобы лекаря, квазилекаря. Просто знали этого персонажа. Вот. И поэтому Шнитке было интересно обратиться к такому свидетельству, что ли, того писателя, издателя, который хорошо представлял себе объект своего исследования. Правда ли вы в своей книге упоминаете, что у Шнитке была книга на немецком языке
по магии, написанная самим Фаустом. Да, да. Шнитке – это такой ученый, еще при этом, об этом мы сейчас совсем не говорим, но он очень крупный ученый. Как ученый и в отношении музыкальной технологии, и в отношении и философии, и литературоведения. И если уж он брался за Фауста, так он брался так, чтобы добраться до самого Фауста. Я, будучи у него однажды в квартире, оглянувшись назад, вдруг увидела огромную черную книгу. На ней было написано «Фауст. Черная магия». Шнитке сказал, ужасная литература, страшная литература. Его начала бить лихорадка вообще при виде вот этого сочинения, но он его изучил как человек, который любит смотреть правде в глаза. Так вот, Фауст – это, конечно, такой персонаж, но я говорю сейчас уже о фаустианском, таком европейском фаустианстве, который испытывает природу и так далее, вот о чем я сказала раньше. И для Шнитке это оказался такой персонаж, с которым он был знаком и по книге Томаса Манна «Доктор Фаустус». Причем он первый раз, поскольку он в немецкой семье воспитался, он первый раз читал его по-немецки. Он брал оттуда сюжеты и свою кантату он написал как раз на те главы, на которые у Томаса Манна его герой Лёвер Кюн пишет своего Фауста, буквально те же самые главы. И Шнитке их берет для того, чтобы написать свое произведение. А о чем там говорится? Это последние главы уже. В этих последних главах говорится о грехах Фауста и заслуженном наказании. Но наказание жестоко. И вот это все воплощено в этой кантате. Что касается грехов, то это выражено в разного рода, такой сниженной стилистике. Шнитке здесь для того, чтобы попасть в эту стилистику, использовал то, что он использовал, только в крайнем случае, это было в кино, это было потом в концерте Гросса, но все равно это крайний случай. Он использовал жанр танго с его развязностью движений. И вот когда он хотел показать зло, которое здесь воплощается не мужчина, а женщина. Женщина зло. Там у него Фауст раздваивается. Это тенор и меццо-сопрано. И вот меццо-сопрано исполняет вот это танго смерти. И когда это танго избрал Шнитке как способ изображения зла, он считал, что он потерпит фиаско, как никогда в жизни, потому что он, композитор, высокий симфонист, продолжателем вот той симфонической линии, о которой я говорила, он пишет танго, но оно настолько воплощает в само это зло, что это оказалось для него более ярким, чем если бы он сделал там очень громкие диссонансы и подобные средства симфонического оркестра. И то танго, которое он сочинил, оно, конечно, как художественное произведение, оно двойственное. С одной стороны, развязанное. Там звучит и свист, и где-то как адский хохот там раздается. Вот. А с другой стороны, это такая совершенная музыка, которая может быть сравнима с танго Шостаковича из его балетов. То есть вот здесь можно, это Шостакович танго и Шнитке танго, два самых лучших танго, которые были сочинены. И миновать это произведение, как-то его не услышать, мне кажется, нам тоже нельзя. Ворвался
слава, и все слабей, и скоро Фауст. Друзья, решись пойти к несчастному, только когда Я спрашивала у него, как он относится вот к этим трем ипостасям – немецкая, еврейская, русская. Он мне отвечал так, что по крови он, конечно, немец, и фамилия его
Шнитке, это немецкая фамилия, он также еврей по крови, но что касается образования, воспитания, среды, в которой он вырос, то это все русское. И надо сказать, что когда он крестился, а, кстати говоря, про это тоже нам еще нужно будет говорить, то его духовником был православный духовник Николай Ведерников. А в том, что касается отношений к русскому, то при том, что он, вот как он мне высказал, что воспитание русское, окружение русское, у него не было интереса к русскому фольклору, скажем, народной песни. Он не писал обработок народных песен. Вот эта сфера его не интересовала. Поэтому в том, что касается национального вопроса, то вот к таким сведениям мы можем сейчас подойти и ими, может быть, ограничиться. Мне кажется очень важным коснуться такой темы, как нравственность и отношение Альфреда Гарьевича к этическим, скажем так, вопросам, причем на всех уровнях, да, и вы тоже много об этом пишете в своей книге. И, может быть, мы коснемся немного примера второго скрипичного концерта, более раннего сочинения 1966 года, но оно имеет непосредственное отношение к вот этой теме. Вы совершенно правы в том, что вы сейчас сказали. В отношении идеи нравственности, то вот почему Фауст был настолько важен для самой этой идеи, потому что здесь во весь голос стояла идея нравственности, идея этическая, идея нравственности, наказание зла и торжество добра. И тут надо сказать, что он сам, вот вы сказали, я с ним общалась, вот сколько я с ним общалась, я его хорошо знала как человека исключительной честности. Это человек, который просто не терпел какой-то неправды, отклонений в людях и так далее. Он на это очень остро реагировал. То есть он сам по себе был в высшей степени нравственный человек. И поэтому идея нравственности для него была чрезвычайно важной в произведениях. И вот она прошла в Фаусте, потому что в кантате в конце идет хор нравоучительный, который говорит о нравственности. А кроме того, сама эта идея у него получила развитие и в разных других сочинениях. Вы не случайно сейчас упомянули более раннее сочинение. Это второй концерт для скрипки с оркестром. И здесь вот что скрыто в качестве программы, которая нигде словесно не объявлена, но которая существует в этом произведении, и без знания которой мы не можем до конца даже объяснить для себя смысл этого сочинения. Дело в том, что в самой жизни Шнитке произошел такой эпизод, когда один из близких людей предал товарища. Он поступил как Иуда. И вот не будучи, не имея возможности наказать этого товарища в жизни, он его наказал в своем сочинении, в втором скрипичном концерте. И вот там он ввел тему предательства Иуды. И как это вылилось с музыкальной точки зрения. Ну, в определенный момент наряду с солирующей скрипкой, которая символизирует Христа, еще звучат 12 струнных инструментов. Это 12 учеников Христа, 12 апостолов. И вот оказывается, что один из них становится изменником. Это Иуда. Эту партию он поручает контрабасу. И чрезвычайно выразительно строит эта партия контрабасы, изломы, хрипы, антимелодические обороты, что слышно, что это нечто недоброе, это некое недоброе существо. Вот, если можно было бы даже вычленить вот из этого второго скрипичного концерта и послушать вот даже этот момент, мне кажется, это было бы очень интересно. А есть ли такая возможность? Так мы и сделаем. Мы послушаем соло контрабаса, фрагмент с солирующим контрабасом из второго скрипичного концерта Шнитке, запись Гедона Кремера и Кристофа Эшенбаха с камерным оркестром Европы.
том, что касается его крещения, ну, он выбрал из 4 религий, он выбрал католичество. Ну, таков его был свободный выбор. Это связано с тем, что его мысли, начиная с чтения Томаса Манна, были вплетены в мысли о Фаусте, то я знаю такой факт. Перед тем, как состоялось исполнение кантаты «История доктора Иоганна Фауста», причем в Москве не разрешили. Ну, известно, что были постоянные запреты, недопущения, там, отклонения в выступлениях, в показах, исполнениях и так далее. И исполнение первое оказалось за рубежом, оказалось в Германии. И перед тем, как должен был прозвучать доктор Фауст в этой кантате «История доктора Иоганна Фауста» в Германии, Шнитке накануне крестился в Локенхаузе в католичество. Причем священник, который совершал обряд, мне он не то что знаком, но я его видела. Я была на фестивале в Локенхаузе, и я видела этого человека. Я знаю, кто он. Я была в той церкви, где он служил. Поэтому у меня вся вот эта, что ли, атмосфера этого крещения, вот она мне с этой стороны известна. Я хочу обратить просто внимание, что Шнитке было в это время 49 лет. Он крестился в 49 лет. Он в очень позднем, очень осознанном позднем возрасте он принял крещение. Но вот интересно, что накануне он крестился, а на следующий день было первое исполнение, была премьера кантаты «История доктора Иоганна Фауста». Что касается роли, которая для него сыграла крещение, то как Шнитке вышел на крещение, на мой взгляд, вот эта высочайшая нравственность, она его привела именно к признанию христианских обетов, догмы и так далее, христианского учения. И он искал еще более обоснованного выражения своего нравственного чувства, которое в нем жило, и желал воплощения этого в своих произведениях. И в связи с крещением у него это выразилось вот таким образом в произведениях. Он сочинял фортепианный квинтет, посвященный памяти матери, горячо любимой матери. И он мне говорил, что когда он дошел до конца, до этого просветления, он почувствовал помощь оттуда, его слова. То есть он почувствовал помощь каких-то более высоких сил, чем те, которые есть внутри человека. Я хочу обратить внимание наших зрителей на это сочинение. Мы не будем ставить здесь фрагмент квинтета, но я просто хочу от себя сказать, что это произведение невероятной красоты, которое обязательно нужно послушать. Это сочинение 1976 года. Необыкновенно красивая, проникновенная и мастерски написанная вещь. Причем я хочу порекомендовать исполнение, где партию фортепиано играет Алексей Любимов. Мы продолжаем вопрос о нравственности, столь важный, да? Так вот, нравственность, которая как раз, мне кажется, именно вот это чувство нравственности его впрямую вело в крещение, в религию. Вот именно это было главная составляющая, которая была важна для Шнитке. И что это дало ему еще, вот это крещение, который он осуществил в 1983 году. А, кстати говоря, упомянутая 4-я симфония «Единство религии» — это следующий год. Это же 84-й год. Вот, и поэтому там уже это сказалось, вот это вот его мысль о религиях, об объединении религий, вот это туда уже прошло. Вот можем мы буквально на секундочку вернуться к чуть более раннему сочинению? И вот вы говорили в связи с квинтетом о
вот этом его выражении о помощи оттуда, да. А вот в таком сочинении, как «Реквием», написанном годом ранее, чем «Квинтет», насколько я знаю, тоже была целая часть, которая, как признавался сам Шнитке, пришла ему во сне. Можете рассказать об этом? «Реквием» — это совершенное произведение Шнитке. Дело в том, что он здесь равнялся на гениальный «Реквием» Моцарта. И он брал те же части, правда, он добавил еще кредо. «Реквием» был создан как музыка, которая была как бы вне времени. Она предназначалась как музыка для театрального спектакля, но там она была как бы ни к чему. Целый реквием в театральном спектакле. А исполнять в советское время на сцене реквием это было абсолютно невозможно, это было тоже исключено. И получилось, что это произведение, это совершенно замечательное произведение, оно повисло в воздухе, не будучи прикрепленным ни к чему, ни к сцене, ни к церкви, ни к исполнению какому-то, ни к какому-то залу, ни к чему, висело в воздухе. И когда все впервые знакомились с этим сочинением, приходили в дом Шнитке, у него был магнитофон, тогда магнитофоны были очень редкие, вот, он охотно приглашал к себе, и слушали у него на магнитофоне этот реквием. И слушали люди разные. Здесь были музыканты, здесь были филологи, здесь были и различные интеллигенты, которые вот жаждали вот такую вот музыку услышать, светлую музыку услышать. И я знаю, что люди, которые в первый раз вот подпали под впечатление, они даже плакали. Вот даже это вот было при слушании этого произведения. И в этом сочинении все замечательно, то есть все совершенно. Я говорю, что равнение на Моцарта – это не просто стилистика Моцарта, но это и высота сочинения, где можно, скажем, его «Ля Кремоза» вполне сравнить. Я беру это на себя как музыковед, сравнить с «Ля Кремоза», знаменитым номером из «Реквиема» Моцарта. «Ла Кремоза» из «Реквиема» Шнитке в исполнении Государственной академической симфонической капеллы России, дирижер Валерий Полянский. Примерно в то же время, когда был создан чисто инструментальный альтовый концерт, о котором мы уже говорили, Шнитке написал еще одно сочинение, которое разделило, в общем, историю музыки на до и после. Это хоровой концерт. Речь идет о том, что это акапельный концерт без участия оркестра, только огромный смешанный хор. И вот тут есть тоже некая связь, да, с отношением к
к религии и конкретно с фактом крещения, ведь Шнитке говорил о том, что вот именно после крещения в католичестве он почувствовал определенное, ну, что ли, право высказываться на некоторые очень важные темы. Вот могли бы вы рассказать об этом? Совершенно правы. Я слышала это лично от него. Он мне говорил, что когда он принял крещение, то он почувствовал свободу, как бы право, свое право как композитора обращаться к таким сферам, к которым он не обратился, не будучи крещенным. И вот хоровой концерт как раз явился тем обращением к высшему, к самому сущему, самому важному, что может быть для человека, для человечества. Вот эти святые чувства, они как раз выражены здесь. Но мы еще не сказали, что это на стихи армянского поэта Григора Нарикоци. И что там проходит красной линией через весь этот концерт, это тема покаяния. И вот тут я возвращаюсь еще на какой-то момент к личности Шнитке. Когда он исповедовался своему духовнику Николаю Ведернику, Ведерник потом рассказывал, что Шнитке очень горячо каялся. Хотя я знаю, что это настолько чистый человек, что я себе не представляю, в каких прегрешениях он мог каяться. Но он был настолько взыскателен, строг к себе, что в общении с своим духовником он много и очень страстно каялся. И вот это чувство покаяния, которое в нем самом было, оно передалось и воплотилось вот в этом цикле, в этом большом цикле для хорового состава, в хоровом концерте на стихи Григора Нарикоци. И хоровой концерт, вы правы, что это совершенно исключительное произведение, потому что такой духовной высоты, которой должны быть наделены все люди, то есть это что-то для всего человечества написанное. Вот. А тема покаяния, это еще тема совести, это тема морального порядка, это тема нравственная, вот она тут тоже проходит. Есть ведь у Шнитке даже произведение, которое называется «Стихи покаянные», тоже совершенно для хора. Да, не случайно ведь и само название. Стихи покаянные на древнерусские тексты. Есть такое сочинение. Так что покаяние не только здесь, а даже вот в названии того, что вы сейчас сказали. Теперь по поводу хорового концерта. Это и необъятная высота, и необъятная красота. И в том, что касается вот этой духовной необъятности, то я бы хотела сказать, что она особенно выражена в основной части, здесь, где особенно полно звучит хор, и в этом хоре сам Шнитке говорил, что для него крайне важны слова. И слова, которые он передает хору, разрешите я чуть-чуть произнесу несколько слов, которые он выделяет в своем огромном хоре. Неизреченный и непостижимый, творящий все из ничего, божественной милостью твоей. Вот подобные слова, и на самых акцентных словах звучат высокие ноты у хора. А высокие ноты у хора, они особенно яркие, они особенно впечатляющие. И кульминация, это кульминация, которая не может не впечатлять в высшей степени ярко. Эта кульминация, это яркий, сверкающий до мажор по всей вертикали огромного свешенного хора. Вот. И это звучит в этом концерте. И вот такая кульминация, это достижение каких-то таких вот сфер, про которые Шнитке говорил, что он теперь получил право это воплощать. Сейчас мы послушаем фрагмент хорового концерта. Я лишь хочу добавить одну маленькую деталь о том, что Григор Нарикоци – это армянский поэт, философ и богослов, живший в X веке. Возможно, не все знают, это выдающегося человека эпохи средних веков.
фрагмент хорового концерта. Ну что ж, дорогие друзья, наша беседа постепенно подходит к концу. Я очень рад, что нам удалось услышать слова Валентины Николаевны о многих произведениях, знаковых произведениях Шнитке, о его жизни, о его творческом пути. Я хочу задать вот еще один последний, наверное, вопрос в сегодняшней беседе относительно влияния Шнитке на композиторов последующего поколения. Есть ли у него последователи в прямом каком-то понимании, и как он повлиял на композиторов, живших после него или, может быть, живущих сейчас? Этот вопрос предполагает непростой ответ. Что повлияло, безусловно, это полистилистика, которую он развивал, образцы, которые он показал в своих разных сочинениях. И надо сказать, что несколько поколений композиторов прибегало к полистилистике. А полистилистика, помимо того, что это показ всего мира, охват всего мира, это еще и другое. Дело в том, что искусство обязательно следует каким-то канонам. И самые великие творцы, Бах, Бетховен, они опирались просто на определенные старые формулы, которые они воспроизводили в своих произведениях. И в 20 век те каноны, которые оказались необходимы для того, чтобы прочно стоять в музыке, так сказать, на земле, там, скажем, на своей собственной творческой почве, тоже оказались необходимыми каноны. И поэтому те элементы полистилистики, которые где-то напоминают Баха, где-то Моцарта, где-то, ну и так далее, напоминают всю музыку, они сыграли роль вот тех канонов, на которые опирались великие. Так что вот здесь надо еще с этой стороны сказать вот одно слово о полистилистике. И это о влиянии, которое оказалось широченным просто. Буквально я не назову ни одного автора, который можно как-то в окружении Шнитке вокруг до-после указать, у которого не было бы полистилистики. Но что касается подражания стилю Шнитке, вот этого я не нахожу. Очевидно, он настолько самодостаточный и оригинальный композитор, что у него маленьких Шнитки вот таких вот не создалось. А то, что важно из всего прочего этого подчеркнуть, в чем Шнитке незримо, может быть, воздействовал,
Вот то, что он был таким крупным, таким масштабным, таким фундаментальным, который так охватывал и небо, и землю, вот то, что он написал такие огромные концепции, симфонии, концерты и так далее, вот эта сама величина, вот этот масштаб, это крайне важно. Вот это продолжилось в следующем поколении. Я сейчас начала заниматься композиторами в возрасте 30-33 года, молодые композиторы. И что я вижу? Я вижу у них обращение к самому крупному, о чем может подумать человек. Вот, скажем, там композитор Николай Попов, у которого одна из тем – это посадка на Марс. Вот не более, не менее. Одним словом, вот такое космическое, вселенское мышление, оно прямо видно в молодом поколении. И вот тут я считаю, что духовная заслуга Шнитке громадна, потому что он задал вот эти параметры. И можно сказать, что из крупного, смелого, высокого вырастает тоже крупное, смелое и высокое. И Шнитке задал на будущее все эти измерения. Анкета, паспорт, все это имеет значение, но не важнейшее. Важнейшее значение имеет то, что человек независимо от этого ощущает и думает. И с этого момента я понял, что я христианин. То, что я всегда чувствовал, но я как бы ощутил право на это.